Сегодня утром София Ротару в сопровождении врачей прибыла в Нью-Йорк на похороны своей внучки, 20-летней Софии Евдокименко, которая несколько дней назад погибла в результате уличного ограбления. Похороны были перенесены на один день в связи с тем, что девушку будут хоронить в закрытом гробу. Преступники были задержаны, и полиция Америки предоставила Софии Ротару шокирующие сведения о настоящих причинах трагедии. Очевидцы события рассказывают, что Ротару буквально завыла и встала на колени, когда узнала, что в преступлении замешаны ее родные люди. Стали известны шокирующие подробности трагедии. Преступниками оказались группа уличных хулиганов, проживающих в Нью-Йорке. Они утверждают, что получили заказ от внука Софии Ротару, 28-летнего Анатолия Евдокименко. Напомним, что Анатолий Евдокименко несколько месяцев назад был осужден на 17 лет, но 1,5 месяца назад сбежал из тюрьмы и пропал с поля зрения полиции. Родственники Ротару и сама София Михайловна отказываются верить в произошедшее. Анатолий и София были брат и сестра и в детстве были просто неразлучны. Однако общественность шоу-бизнеса считает, что Анатолий Евдокименко, встав на кривую дорожку, полностью изменился и ничего не видит вокруг себя, кроме денег. По данным полиции, смерть Софьи была в первую очередь выгодна Анатолию Евдокименко, так как в этом случае он становился практически единственным наследником всего состояния Софии Ротару. Ну а последние данные следствия и вовсе показали, что внук Ротару причастен к преступлению. За несколько дней до трагедии дом Софьи и ее молодого человека Франсуа подвергся ограблению. В результате преступления были похищены ценные бумаги и документы, а в доме были обнаружены отпечатки пальцев Анатолия Евдокименко. Если будет доказана причастность внука Ротару к преступлению, то молодому человеку будет грозить самая высшая мера наказания, предусмотренная в Америке. На данный момент Анатолий Евдокименко задержан не был. Софья Михайловна находится в шоковом состоянии и отказывается верить в происходящее. Ее ни на минуту не оставляют врачи и близкие. Напомним, что несколько дней назад София Евдокименко и ее молодой человек, французский бизнесмен Франсуа, ночью возвращались с вечеринки и стали жертвами нападения. В результате нападения Софья погибла и были похищены крупные денежные суммы. Молодой человек Софии Франсуа оказался в больнице, но позже заявил, что во время преступления в одной из близ стоящих машин заметил внука Софии Ротару.